Андрей Степанович, егерь в третьем поколении, знал тайгу как свои 5 пальцев. 5 лет назад он нашел у разоренного логова полуживого волчонка. Мать убили браконьеры, и щенок был обречен. Степаныч не смог нажать на курок. Он выходил серого, а когда тот окреп, отвел вглубь леса и отпустил. «Уходи, брат», — сказал он тогда. «Людям не верь и ко мне не возвращайся». С тех пор прошло много зим. Андрей постарел, его заимку все чаще навещала внучка Маша, единственная радость старика. В тот злополучный день Маша отправилась за Калиной к старому ручью. Дед предупреждал: «Далеко не ходи, метель идет». Но детское любопытство оказалось сильнее страха. К вечеру поднялся буран. Маша не вернулась. Степаныч, обезумев от тревоги, уже собирал сумку и проверял фонарь, когда в дверь его дома что-то глухо ударило. Он схватил ружье и выскочил на крыльцо. В свете фонаря, на краю освещенного круга, стояла огромная серая тень. Это был матерый волчище, весом под 70 килограммов, с глубоким шрамом на ухе, тот самый серый. Он не рычал и не скалился. Он смотрел прямо в глаза егерю, а у его лап лежал маленький розовый сапожок. Сердце старика пропустило удар. Он узнал этот сапожок. Утром Маша смеялась, застегивая его. «Где она, серый? Где?» — закричал Степаныч, забыв, что говорит со зверем. Волк коротко гавкнул, подхватил сапожок в зубы и, сделав круг, рванул в темноту, то и дело оглядываясь. Степаныч бежал за волком, не чувствуя ног. Снег забивался за воротник, ветки хлестали по лицу, но серый хвост впереди был единственным ориентиром. Волк вел его нехотя, обходя глубокие завалы, словно понимал, что человек не так быстр. Через 2 часа они вышли к гнилому оврагу. Волк замер у края и тихо завыл, тоскливо и призывно. Андрей скатился вниз, обдирая руки о лед. Там, под поваленной елью, свернувшись клубком, лежала Маша. Она провалилась в яму, подвернула ногу и уже начала замерзать, погружаясь в тот самый страшный сон, из которого не возвращаются. Но самое поразительное было не это. Рядом с девочкой лежал еще один волк, молодая волчица. Она грела ребенка своим телом, прижимаясь теплым боком к замерзающему ребенку, а вожак, серый, все это время бегал за помощью. Степаныч подхватил внучку на руки. Она была жива, хоть и без сознания. Он посмотрел на серого. Матерый волк стоял наверху оврага, его силуэт четко рисовался на фоне луны. Старик медленно поднял ружье. Нет, не чтобы выстрелить. Он вскинул его в небо и дал 2 оглушительных залпа. Салют в честь того, кто оказался человечнее многих людей. «Спасибо, брат», — прохрипел егерь. Волк склонил голову, коротко глянул на спасенного ребенка и бесшумной тенью растворился в метели. Он вернул долг. Теперь они были квиты. Но с того дня каждый год, в день спасения Маши, Степаныч оставляет на дальнем кордоне тушу кабана. Он знает, серый придет. Потому что верность в тайге крепче любого металла, а память зверя короче человеческой только в одном — он никогда не забывает добро. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.